Компания Dodge официально представила 8-е поколение знаменитой модели Charger. Обновленный вариант культового автомобиля будет иметь 2 кузова, а также несколько силовых установок, бензиновую. И открывая новую эру автомобилей, объявляя о глобальном дебюте первого и единственного в мире электрического маслкара. Бензиновая версия у нового Charger будет машина с 3-литровым 6-цилиндровым мотором мощностью 420 или 550 лошадиных сил. Модели Dodge Charger Six-Pack с двигателем Hurricane, обеспечивающий большую мощность и показатели крутящего момента лучше, чем у предыдущих двигателей Hemi объемом 5,7 и 6,4 литра, сказал Тим Кунискис, генеральный директор бренда Dodge. Но версия с бензиновым двигателем появится в следующем году, а сейчас представлен электромобиль. Электрическая модификация будет называться Dodge Charger Daytona и представлена пока в 2 версиях – R, T и Scat-Pack. Обе построены на 400-вольтовой платформе и оснащены тяговой батареей емкостью 100,5 кВт-часа с полезной емкостью 93,9 кВт-часа. Но в следующем году должен появиться SR-T Bench с 800-вольтовой системой. Тем не менее, по оценкам Dodge, для мощной машины заявлен довольно приличный запас хода. 510 километров в случае 496-сильного Dodge Charger Daytona RT и 418 километров в случае 670-сильного Dodge Charger Daytona Scat-Pack. Чтобы разблокировать пиковую мощность Daytona, существует функция под названием Power Shot, которая обеспечивает скачок мощностью 40 лошадиных сил в течение максимум 15 секунд. Хотя между действиями Power Shot есть 30-секундная задержка, его можно использовать неограниченное количество раз, пока аккумулятор не разрядится. Возможно, самой важной частью уравнения является время разгона. Dodge заявляет, что время разгона от 0 до 100 км в час составляет 4,7 секунды, а время прохождения четверти мили – 13,1 секунды. Scat-Pack разгоняется до сотни за 3,3 секунды, а время прохождения четверти мили составляет 11,5 секунды. Максимальная скорость относительно небольшая – 220 км в час для RT и 215 для Scat-Pack. Оба варианта двухмоторные и полноприводные. Модели Daytona предлагают максимальную мощность заряда 183 кВт при подключении к быстрому зарядному устройству постоянного тока мощностью 350 кВт. Зарядить автомобиль от 20 до 80% такой зарядкой можно за 28 минут. Для Charger Daytona также предусмотрено несколько специальных функций. Существует целый ряд Race Options со специальными функциями, включая режим Donut для того, чтобы крутить пончик, режим Drift для силового скольжения, Launch Control для быстрого старта и Race Prep, который подготовит аккумуляторную батарею к гонке. Последняя из этих функций имеет разную температуру аккумулятора в зависимости от того, участвуете ли вы в драг-рейсинге или ездите по треку. Большой вопрос по электрическим маслкарам, который, вероятно, волнует большинство людей. Как они звучат? У Daytona есть функция Fratzonic с динамиками в специальной выхлопной трубе, которая имитирует звук, как в моделях Hellcat, и способна издавать громкость 126 дБ. Для тех, кому не нравится идея синтетического саундтрека, настройку Fratzonic можно отключить с помощью режима Stealth. Создатели говорят, что развесовка почти 50/50. Такое практически идеальное распределение массы, конечно же, хорошо, а вот плохо то, что машина получилась тяжелой. Масса двухдверки составляет 2628 килограммов. Чтобы как-то компенсировать это, разработчики установили самые широкие шины из серийно доступных для Charger 305/35 спереди и 325/35 сзади, диски на 20 дюймов.
Также машина получила 16-дюймовые тормозные диски Brembo спереди с шестипоршневыми суппортами. При этом электрический маслкар еще и сравнительно практичен, ведь за задними сиденьями есть багажник на 643 литра в обычном состоянии и 1056 литров со сложенными задними сиденьями. Также электрокар имеет 42-литровый багажник спереди. В оснащении Dodge Charger Daytona цифровая панель приборов с экраном диагональю 10,25 дюйма, за доплату 16-дюймовая. Медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма. Последний использует программное обеспечение Uconnect 5. Есть также опция цифрового ключа и приложение для смартфона, которое обеспечивает удаленный доступ к программам и функциям автомобиля. Сиденья из ткани и кожзаменителя входят в стандартную комплектацию, а опционально включают сиденья из кожи Напа. Подсветка может изменять цвет, доступно 64 разных оттенка. Среди опций есть камеры кругового обзора и проекция на лобовое стекло. Стандартная стереосистема Alpine с 9 динамиками мощностью 506 Вт и сабвуфером. Система Alpine премиум-класса с 18 динамиками мощностью 914 Вт и сабвуфером доступна в качестве опции для всех комплектаций. Интересная деталь экстерьера, в то время как электромобили имеют носовую часть Air-Wing, которая пропускает воздух через вентиляционное отверстие в капоте. Бензиновый Six-Pack имеет обычный капот и решетку радиатора. Что касается габаритов, общая длина двухдверной модели, четырехдверная, должна появиться в следующем году, составляет 5247 мм, ширина 2026 мм, а высота 1498 мм. Что касается подвески, то Charger Daytona будет использовать независимую переднюю многорычажную подвеску и независимую заднюю со стандартными пассивными монотрубными амортизаторами. Но комплектации Cat Pack и Track Pack получат двухклапанные адаптивные амортизаторы с более жесткими пружинами. Dodge Charger Daytona поступит в продажу в США летом текущего года. Четырехдверная версия выйдет не ранее первого квартала 2025 года. Примерно тогда же стартует производство нового Charger с бензиновым мотором. Dodge не сообщает, сколько будут стоить модели Charger Daytona в 2024 году. Но эксперты прогнозируют, что базовая цена RT составит более $60 тысяч. Слово «маслкар» сразу ассоциируется с громким ревом большого двигателя яркого массивного автомобиля, который несется по шоссе через пустыню. Многим может показаться, что словосочетание «электрический маслкар» — это то же, что пластиковое мясо, но представленный Dodge Charger Daytona показывает, что такие авто точно имеют право на существование. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.